Сегодня у нас будет все. Снимем старые ногти, у нас тут гелевые типсы, а также обработаем травму, потому что тут случилась беда. Не все ногти дожили. Кстати, здесь еще и будем снимать сейчас объемный декор, который никак не хотел сниматься. Кто-то вот спрашивал, как носятся цепочки. Примерно вот так вот. Если хорошо закрепить, то классно носится. Правда, цепочка вообще изначально была голубенькая. Она, к сожалению, обтерлась. У нас тут на среднем пальчике несколько дней назад была травма, и мы смогли только убрать немножко длину свободного края. Это, кстати, нужно делать обязательно, желательно сразу, настолько, насколько это возможно, чтобы дальше не расшатывать ноготь. Ну а теперь, когда уже все успокоилось и становится не так больно и уже не так сильно страшно, можно приступить к снятию. Мы очень осторожно снимаем полностью весь гель, чтобы на ногтях ничего не оставалось. И теперь смотрим, оцениваем масштаб бедствия. Видно, что ногтевая пластина вся отошла, но пока визуально еще такое ощущение, что она как будто там на чем-то держится. Ну, условно говоря, на болячке она пока придерживается, и на данный текущий момент прям вот зачистить целиком и полностью, конечно, у нас возможности нет, потому что ложе чувствительное, да и я не люблю, если честно, чтобы клиенту прям было так сильно неприятно. Поэтому немного подождем и сделаем очень лайтовую зачистку серии, отстрижем все, что отстригается. И будьте внимательны, иногда клиентам бывает крайне неприятен даже сам факт того, что вы лезвием кусачек дотрагиваетесь до оголенного ложа, потому что оно бывает очень нежненькое. В общем, здесь нужно спрашивать клиента, комфортно ему или нет, ориентироваться на свои и на его ощущения. И, естественно, не делать ничего лишнего, то есть того, что приносит неприятные ощущения, лучше потом подождать еще и чуть позже уже закончить зачистку. Дальше мы приступаем к снятию. У нас здесь были старые гелевые типсы, по-моему, уже с одной коррекцией, поэтому все сносим, убираем и будем делать заново. Тем более, что у меня для вас есть совсем новые гелевые типсы. Вообще другие, такие, каких вы еще, наверное, даже не видели. И, кстати говоря, эти типсы точно так же коллаборация совместно моя с Именькой, так же, как и предыдущая форма. И мы сделали другой вариант и назвали их крафты. То есть это разновидность гелевых типс, которые будут приклеиваться только на кончик. Кому-то это покажется гениальным, кому-то удобным, а кому-то может совсем не зайти. Но и, безусловно, найдутся те, кто скажет, да это же все хорошо забытое и старое. Но на самом деле так и есть. Однажды мы с Женей вспомнили, что раньше это были типсы, которые клеились просто контактной зоной ближе к свободному краю и сверху перекрывались гелем или акрилом. И решили сделать то же самое, потому что по большому счету техника-то была удобная, но в какой-то момент почему-то ее стали сильно принижать, говоря, что вот это недостаточно стильно, недостаточно профессионально, не так красиво. А по идее надо было всего лишь изменить состав материала, из которых они изготовлены. И, конечно, мы все с вами помним, что гелевые типсы как бы из геля, но как бы не из геля. А дело в том, что все наши баночки и скляночки, гели и базы на самом деле тоже изготовлены из того же материала, из которого изготовлены гелевые типсы. А этот материал называется полимер, а он, в свою очередь, пластик, разновидность пластика. Разница в свойствах, разница в эластичности, но так или иначе полимер – это пластмасса, ну или, если хотите, полиэтиленовый пакетик. Главное и самое важное какой? Бывают те, которые хорошо гнутся, бывают те, которые быстро трескаются. Нужно быть внимательным и правильно выбирать. Что касается гелевых типс, которые вышли в коллаборации со мной и с Именькой, тут я за них могу ручаться. Они действительно гибкие, удобные в работе, будут держаться и стоять без проблем. Ну а пока мы еще не перешли к наращиванию, давайте посмотрим, как мы обрабатывали наш бедный несчастный пальчик-страдалец, которому, к сожалению, сегодня не достанется длинного маникюра, потому что, как бы мне не доказывала клиентка, что с ним все в порядке, я прекрасно знаю, что ноготь в ближайшее время отойдет. И так как видео архивное, могу сказать, что он действительно отошел, и у меня для вас готовится история этого пальчика, потому что на данный момент он уже почти отрос, но нас ждет на нем коррекционная система, потому что он начал вырастать. К сожалению, такое происходит, когда
Девочки выдирают ноготь полностью. Вот видите, темные такие желтоватые следы на пальчиках. Это как раз те места, где ноготь тоже отошел. По сути, там останется только лунула. Но это, как говорится, совсем другая история. Об этом позже. Сейчас мы выберем гелевые типсы. Примерим их таким образом, чтобы они встали от точки вроста до точки вроста. Посмотрим. Отлично, все у нас подходит. Я их слегка поджимаю, чтобы понять, как они встанут по арке. Также советую при подборе гелевых типс, либо верхних форм, выкладывать их в ряд от мизинца до большого и от большого до следующего мизинца. В любой части стола, где вам будет удобно, и тогда вы точно ничего не испутаете. Я, кстати, уже подготовила шариком контактную зону, нанесла праймер и сейчас перешла к нанесению подложки. Я наношу тонкий слой эластичной базы и отправлю ноготочки на просушку на 60 секунд. Дальше берем базу. У меня каучуковая база Имень. Можно использовать любую. У меня в работе именно такая. Дальше припарковываем типсик и просим клиента помочь с присушкой. Я для этого использую маленький фонарик. И вот таким образом мы получаем абсолютно длинные и прямые ноготочки без всякой постановки форм и прочих приключений. Кому-то будет удобно, а кому-то нет. Мне кажется, что это классный выход из ситуации, особенно если в планах длинные ногти, если в планах какие-то дизайны. И дальше я покажу вам настоящую магию, потому что эти типсы можно поджать. В тот момент, когда мы все снивелировали, я допилила шариком. Можно использовать абсолютно любую фрезу. Я бы взяла ту, которая была под руками. Дальше я использую снова эластичную базу, подложку. Просушиваю и теперь будем наносить гель. Гель, в котором вы должны быть уверены. Сейчас поясню, в чем конкретно. Мы нанесем тонкий слой, который называется мокрый пол. Дальше мы устанавливаем каплю, прогреваем ее круговыми движениями и начинаем стягивать. Наша задача выложить небольшой слой геля, в котором он будет стоять. В моем случае это молочный гель, который стоит в очень тонком слое. Гель также от Именька. И хочу сказать, что я его использую именно вот здесь на гелевых типсах, потому что после выкладки и небольшого количества просушки он может дать нам возможность просто потрясающего зажатия. Вот такого, как сейчас. Я для этого использую специальные, но я их называю плоскогубцы, кто-то их называет тонкогубцы, кто-то ювелирные щипцы. Ну, короче, как бы это ни было, эта штука работает и зажимается пока тепленькие в идеальные узенькие ноготочки. Дальше мы примерим стемпинг. Мы решили, что нам нужно сделать что-то из новой пластины, которая ко мне пришла. Вот мы ее крутили-вертели. Кстати, удобно, что есть вот такая прозрачная штучка, через которую можно все примерить. Если бы вы знали, какой звук, когда отрываешь этот пакетик, вы бы мне позавидовали. Это действительно классно. В общем, мы выбрали вот какого-то такого героя, но я не знаю, как его зовут. Если вдруг меня смотрит кто-то, кто разбирается в аниме, то, пожалуйста, помогите. Кто это, как его зовут и чем он так популярен. Кстати, вот штамп с блестящим основанием, это оказалось не очень удобно, потому что я просто, плохо видно, в общем, что ты там на него переносишь. Поэтому я первый раз проверила, вроде бы меня все устроило. Убираем излишки и сейчас будем целиться на ноготь. Но прежде я нанесу бескислотный праймер. У него есть липкость, на которую хорошо отпечатается стемпинг. Переношу наш рисунок. Перекатываю, брюки превращаются. Сейчас была шуточка, которая характеризовала меня по моему возрасту. Ну ладно, не суть. Здесь у меня попала мусоринка, и я испорчила плечико нашему герою. Ну, подумали, что это, в принципе, не особо критично, и решили оставить. А с другой стороны, мы, насколько мне объяснили, ставим того же героя, как бы в зеркальном его отражении, но когда он во что-то превращен. В общем, давайте, пояснительная бригада, помогайте, пишите, кто это, что это и зачем вот это вот все. Ну и вообще напишите, кому нравится стемпинг и кто бы носил такое на ногтях. То есть мне, например, вот аниме, наверное, такое не очень понятное. Я больше по Хаяо Миядзаки, если вы понимаете, о чем я. Ну, а стык между нашими рисунками мы решили просто заполнить черной гелевой краской, либо можно заполнить его черным гель-лаком. Кому чем удобнее, просто это способ, которым я придумала объединить наш вот этот вот арт-объект.
потому что я понимала, что иначе они как-то странные и отдельно смотрятся. А ногти длинные, места много. В общем, что придумали, то придумали. Жду ваших пояснений. Дальше нас с вами будет ждать перекрытие топом, потому что так просто мы это, естественно, не оставим. И, конечно, если вдруг вы заметили такую тенденцию, что топ у вас расходится кратерами, обычно это бывает с топом глянцевым без липкого слоя, то советую перекрыть базой. Перед матовым топом я тоже всегда перекрываю базой, потому что матовый топ кладется в очень тонкий слой, и он может просто элементарно не защитить наш рисунок. Изнутри также рекомендую пройтись топом на ваш выбор или выбор клиента, матовый или глянцевый. Главное нанести его все-таки кисточкой от геля, тогда ляжет тонко и не будет лишнего объема. На остальные ноготочки мы также покрываем топ, но берем топ уже с хлопушками. Здесь черно-белые крапинки, и вот так выглядит наш готовый результат. Правда, не везде. Один ноготь еще пока не готов, его ждут дальнейшие зачистки. Ну а на остальные пока нанесем масло и будем радоваться, пусть и 9 ногтям, но все равно классно.